Всем привет! В одном из предыдущих видео я показывал, как я переделал ардуинку, перепаял там чип, но на самом деле я ничего не показал, и мне даже в комментариях написали, что я ничего не показал, но я на это забил, не читал комментарии, вернее, думал, что я все выложил, поэтому отвечал, все же есть. В общем, буду исправляться, досниму то, что надо, и нашел то, что я еще там снимал тогда, так что поехали. Итак, продолжим. Значит, микроскопа у меня нету, но я вот просто на телефоне делаю зум и вручную двигаю. Значит, вот видно, что нам надо. Третью ножку освободить от ГНД. Вот эта точечка у нас показывается, что это у нас первая ножка, вторая, третья. Вот здесь ГНД. И потом нам надо ножку шестую отсоединить от ВЦЦ. А вот ВЦЦ это, вот, я так понимаю, вот это. У меня еще есть так, вот такой инструмент. Сейчас уменьшу, чтобы мы так. Вот такой инструмент. В принципе, мне эти ножки не нужны, так что если я их просто выкручиваю, то тоже будет нормально. Так, вот это мой микроскоп. Нет, так, чтобы двигать вот так надо. Ой. Надо с этой стороны. С этой стороны у нас идет вот здесь. Так, еще надо смотреть, где у этой лезвия. Нет. Угол немножко должен быть еще более пологим. Вот. Нет. Так, не попадаю. Ну и надо протестировать. У него есть пищалка. Правда, у него сели батарейки. Чуть-чуть слышно. Так. Значит, третья и пятая должна быть. Так, увеличиваем. Третья. Так, это первая, третья и пятая. ВЦЦ снять с шестой. Вот это у нас шестая, а вот это у нас ВЦЦ. Сюда ставим палочку. Вот, пока полезно. Так, тестируем. ВЦЦ. Нету. Так, тут у нас тоже обнаружилась беда. Значит, тут видно, дорожка стала в качестве проводника, в качестве нагревательного элемента. И вот она тут болтается. Короче, вейн перебит. Но если мы... Так, сейчас мы уменьшим опять. Провода не хватает. Сейчас. Так. Вот у меня, значит, блок питания. Тут он выдает 5 вольт. Если мы 5 вольт
подадим сюда. Сюда земля, сюда питание. О, лампочка загорелась. Ну, я проверил. Так, стабилизатор вот этот. Он выдает что-то стабилизирует. Так что можно впаивать наш чип. Так, значит, есть у меня вот такой солдервик. Он совсем тоненький. И есть у меня вот такая еще хрень. Попробуем ее чуть-чуть нанести и почистить немножко нашу площадку. Ну, много этой хрени не надо. Он заберет лишнее олово. И чуть-чуть обновит. О, хорошо. Так, сделаем немножко зум. Вот, видно мои дорожки. Ну и все. Хорошо. Если не ошибаюсь, то это вот это. И его вот так переворачиваем. Берем аккуратненько. Сюда кидаем. Позиционируем. И нам надо какую-нибудь ножку, только чтобы прихватить чип, какой-нибудь крайненько. Не почистил этот паяльник. В общем, подковал блоху. Так, смотрим. Ну, что-то криво. Теперь начинаем его отпаивать и двигать. Ладно, сейчас. Так, попробуем увеличить. В общем, подковал я блоху. Вроде как запаял. Контроль качества. Очищать не буду. Нет, как-то. Ну, в общем, меня устраивает. В общем, не получилось у меня прочистить нормально дырочки и запаять. А на курьих ножках я не хотел ее составлять, поэтому я приспаял вот такой проводочек с USB. И первое включение лучше делать не от компа, а от блока питания, чтобы, если что, пусть горит он. Так, и сюда же горит. Дыма нету. Чип холодный. Стабилизатор холодный. Значит, можно переходить к следующей части. Ну и вот финальный результат. Блинкает. Правда, блинкает вот с помощью вот такой штуки. Это у нас логический анализатор, можно сказать, на одну ячейку. Он показывает high-low или high impedance. Вот, high impedance. Значит, тут есть ножка 13, вот она. И здесь у нас блинк, как у Arduino. Единственное, что на самом микроконтроллере здесь тоже есть
светодиодик, но светодиодик идет через микросхемку U4. А U4 это у нас LM358, этот, который Dual Operational Amplifier. И вот где-то я нашел схемку, уже куда-то похерил. Ну ладно. Схемку, что вот здесь он стоял. И, ну, в принципе, я могу, конечно, поищу, но вполне и так нормально. То есть чип, да, запрограммирую его с помощью вот такой штуки. Это у нас USB, как он называется, IAR, по-моему. Вот у меня еще. И чтобы проверить его, я сначала вот на такую барду пытался законнектиться. И даже спалил одну, что это, от Мега 16. Дело в том, что вот здесь у нас есть коннектор. Я даже подписал, что сюда можно подключать 5 вольт. Но тут легко. Вот у меня был здесь коннектор. Я такой, возьму отсюда, подключу сюда. Все сюда подключается. Но тут у нас 12, по-моему. И он тут, светодиодик нормально горит. Этот все нормально. Он не работал, он просто сидел, там ничего не было. И он тут мне чуть не поплавил эту кроватку, потому что он настолько разогрелся, что вот чуть-чуть даже уже подпалил. Ну вот, настоящий блинк нашел вот такой AD8512. Поножка совпадает, и ладно. Все работает. Все, теперь точно всем пока. Ну, еще хочу сказать, что важно писать комменты и важно читать комменты. Так что пишите комменты, я буду их читать. Проверим. Всем пока. Надеюсь, видео было полезным.